Моя подруга Катя жила в самой обычной, среднестатистической семье. Мама, папа и младшая сестренка. С виду Васильевы казались вполне благополучными. Так оно, в общем-то, и было ровно до тех пор, пока Катя не вошла в подростковый возраст. Случилось так, что подружка моя не на шутку влюбилась в своего соседа Витьку, и девочку как подменили. Она была усидчивым ребенком, учителя ее хвалили, пусть и не хватало звезд с неба, но вежливая и старательная. В старших классах стала ходить к репетиторам, мы готовились в институт. Теннис она любила, в секцию записалась, и вот все вдруг изменилось. Учитель по английскому как-то позвонил матери моей подружки, сообщив, что Катя уже почти 2 недели не посещает его занятия. По возвращению Кати с очередного урока у репетитора ее ждал грандиозный скандал. Собственно, удивляться тут нечему. Я другому поражалась. Как ей удалось скрывать свое приключение даже от меня? Мать ее, тетя Лиля, долго кричала, что Катя растет неблагодарной паразиткой, проституткой. Я сама слышала, так как жила в том же подъезде. Конечно, я переживала за подругу, но, если честно, была обижена. Скрывать свой роман, да и от меня. Катя в тот раз молча выслушала тираду матери и ушла, не проронив ни слова. С тех пор девушка ходила на занятия к репетиторам лишь в сопровождении родителей, а про теннис пришлось забыть. Водить непослушную дочь на тренировки было некому. Для Кати началась жизнь без друзей и прогулок. Я пыталась вызволить ее из-под ареста, звала в кино или погулять, но тетя Лиля строго отвечала мне, что дочери некогда шляться. Пусть, мол, учится лучше. Так что виделись мы с Катькой теперь только в школе. Да и там наши отношения слегка поугасли. После моих бурных упреков в скрытности Катя как-то отдалилась. Когда мы окончили школу и поступили в разные вузы, и вовсе редко стали встречаться. Катя получила комнату в общаге, а я жила дома. Как я поняла, отношения подруги с матерью совсем разладились. Катя никогда не звонила тете Лиле первой, а на ее звонки или совсем не отвечала, или бубнила «да» и «нет» на все вопросы. Денег она, кстати, тоже у матери никогда не брала. Уже на 1 курсе начала потихоньку зарабатывать, а я все удивлялась, когда она успевает учиться, бегая вечерами с подносом между столиков при вокзальном ресторанчике. По словам подруги, единственный человек из семьи, с которым она иногда встречалась, был ее отец. Он втайне от матери поддерживал старшую дочь, подкидывая ей немного деньжат. В тот день мать Кати позвонила мне в истерике. Ей приснился страшный сон про дочку, а к телефону она, как обычно, не подходила. «Ты когда с ней разговаривала?» – допытывалась тетя Лиля. «У нее все в порядке?» Я объяснила, что виделись мы неделю назад, а созванивались накануне, и вроде никаких проблем у Катьки не было. «А что за сон-то? Про что?» – встревоженно спросила я. Надо сказать, я верила всегда в такие вещи. Я знала, что у Катькиной мамы был дар предчувствия. По нескольким историям мне это с детства запомнилось. Но тетя Лиля только пробормотала, что Катька в том сне писала какое-то письмо, прощалась, а потом пила горстями таблетки. «Сходи ты к ней, ради бога», – плакала в трубку тетя Лиля. «Убедись, что все хорошо. Меня-то она и на порог не пускает». Пожалев бедную мать, я стала названивать на мобильной подруге. Нет, не берет трубку. После лекции по праву я побежала в общагу пединститута. «К Васильевой, срочно!» – бросила я на ходу тетке-вахтерше, которая пыталась меня остановить. Взлетела на 3-й этаж, постучала в дверь комнаты подруги, но тщетно. Никто не открыл и не подал голоса. Я уже была хотела бежать в институт, мало ли, может, задержалась там после лекций. Но тут из соседней комнаты вышла размалеванная девица с ее курса и сказала, что не видела Катю на занятиях. Мол, спит, наверное. Да как же так спать можно? Я тут 10 минут в дверь барабаню. Что-то кольнуло меня в сердце. Не зря же мать Катьке сон видела плохой.
Призвав на помощь вахтершу, я потребовала открыть дверь. Та сначала сопротивлялась, мол, не положено, но потом, вздохнув, достала ключ. Подруга моя лежала на кровати в неестественной позе. Бледная, как смерть, она все еще держала в безжизненных пальцах пузырек. Помню, я орала, чтобы срочно вызвали скорую, а сама пыталась привести Катю в чувство. Колотила ее по щекам даже. Притащила воды с марганцовкой, чтобы вызвать рвоту. Скорая приехала через 7 минут, которые показались мне бесконечными. Ее успели спасти, хотя она и провалялась в реанимации несколько дней. «Ну, вытащили мы дочь вашу с того света», — строго сказала уставшая докторша матери пациентки, сердце которой едва успели завести. И не ее одну, как оказалось, она ж беременна. Тетя Лиля ойкнула и упала на ободранный диванчик в приемной, а я достала из кармана припрятанную записку, которую подобрала в комнате Кати, когда ждала приезда врачей. Никому мы с моим сыночком не нужны, ни Витьке, ни матери. Прочитав это предсмертное послание, тетя Лиля рыдала часа 2. Потом упросила пустить ее к дочери в палату, и я видела, как она стояла на коленях у кровати несчастной, держа Катьку за руку и все что-то бормоча. Выписывали мою подругу через неделю. Забирала ее мать, которая, выхватив у меня цветы, заявила: «Не сегодня, не сегодня. Ей еще надо сил набраться, она ж ребенка носит, не дай бог скинет. Иди, Кариночка, милая, придешь завтра». Я не обиделась, я радовалась, что мать и дочка идут к такси, обнявшись. И когда через полгода Катя родила сына, ее мать гуляла с коляской так гордо и радостно, что мне стало ясно, есть кому помочь моей подруге. Все в этой семье будет хорошо. А вот Витька, из-за которого все и случилось, потом ходил к ним, вымаливая право видеться с сыном.